С момента утверждения Сергея Евгеньевича Цивилева на посту министра энергетики России 22 августа прошло 100 дней. Обычно 100 дней – время, необходимое на то, чтобы освоиться на новой должности, принять все дела от предшественника, познакомиться с командой, оценить обстановку и так далее. То, что ни одно наше федеральное СМИ не потрудилось заметить эту дату, не удивляет. Ситуация в России, вокруг России, чрезвычайно напряженная. Порой за сутки событий происходит столько же, сколько за пару недель несколько лет тому назад. Так что я отдаю себе отчет в том, что страдаю профессиональной деформацией сознания, считая энергетическую отрасль нашей страны наиболее важной для экономики и каждого из нас. Потому, конечно, ни на кого по поводу отсутствия пристального внимания не обижаюсь. Но позволю себе отметить, что именно на эти 100 дней после назначения пришлись и веерные отключения электроэнергии в объединенной энергосистеме Юга, и блокаут в Приморье, и необходимость продления моратория на экспорт бензина и дальнейшее снижение объемов добычи и экспорта угля. Веселенькие такие 100 дней, которые, я убежден, наглядно показывают, что все застарелые болячки, все эти реформы РАО ЕС по Чубайсу, налоговый маневр нефтянки по Силуанову, тотальная приватизация угольного комплекса, уничтожение Министерства геологии неизбежно приведут нас к кризису либо в отдельных отраслях энергетики, либо к одному, но очень большому. А дальше уж, простите, набор прописных истин, которые почему-то самым непозволительным образом слишком многие упорно не хотят замечать. Фронт и тыл едины. Раз. Два. Инфраструктура пленных не берет. Если вот прямо сейчас кому-то показалось, что я намекаю о том, что пост министра энергетики расстрельный, то это неправда. Я не намекаю, я так и говорю. Расстрельная должность. Разумеется, это моя личная точка зрения, но она не взята с потолка и не притянута за уши. Обоснования, к сожалению, имеются. Отсутствие у Министерства энергетики хоть каких-то полномочий в газовой и нефтяной отраслях – секрет Полишинеля. Министр не участвует в работе топливного штаба, которым руководит вице-премьер Александр Новак. Это наиболее наглядно и наиболее понятно. Налоговый маневр – это Минфин, который вот только что, 9 сентября сего года, изволил отказать в льготах по налогу на добавленный доход НДД на мелких углеводородных месторождениях. По оценке Елены Корзун, главы Ассонефти, объединяет малые компании российского нефтегаза, налоговая нагрузка для малых компаний в настоящее время составляет от 80 до 88%, при средней по отрасли порядка 75%. И что, кто-то поинтересовался при этом мнением Министерства энергетики? Минфин решил, Минфин сделал. И сегодняшнюю историю я припомнил исключительно для примера, которых не просто много, а да очень много. Социальная газификация Минэнерго, разве что случайное знакомое. Решение о строительстве распределительных сетей, магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов вне компетенции министерства. Министерство энергетики фактически безропотно проглотило завершение большого налогового маневра, поскольку его лоббистские возможности на фоне таковых у Министерства финансов и экономического развития мизерны. Но есть и обратная сторона медали. Как только вся эта пирамида законов и уложений в нефтянке начинает качаться, угрожая похоронить под обломками своих создателей, либеральная часть правительства уверенно выставляет крайним именно Министерство энергетики. Ценовой кризис прошлого года. Кто выставлен виноватым? Минэнерго. Почему? Да потому что Силуанов и Решетников не могут быть ни в чем виноваты по определению. Что там еще? Уголь. Ни одной государственной компании никаких полномочий координировать работу этой отрасли, если только Минэнерго не умудряется подтянуть к работе Ростехнадзор или какой-то из наших природоохранных ведомств, дабы прекратить нарушение техники безопасности или проблемы с запылением, задымлением, захламлением отходами. Импортозамещение, или, как теперь говорят, технологический суверенитет, сейчас разбежались. Все полномочия у Министерства промышленности, включая такое направление, как производство СПГ. Нефтяники и газовики, кстати, вполне способны самостоятельно объединять усилия для решения своих общих задач. С тем же, для примера, программным обеспечением. А Минэнерго имеет полное право за этим наблюдать. На большее полномочий нет. В последние пару лет у нас появилась еще одна модная тема. Оказывается, единственное, чего не хватает нам всем для полноты счастья – массовый перевод всего автопарка страны на электроавтомобили. Логика подсказывает, что абсолютно все, что связано со строительством зарядных станций для них, должно согласовываться с сетевыми и генерирующими организациями. Но кто-нибудь слышал хоть что-то о том, что к этим проектам Минэнерго подпустили хотя бы на пушечный выстрел? Еще одна модная, современная и даже молодежная тема – так называемые зеленые сертификаты. Одна из составляющих пресловутой декарбонизации энергетики по-европейски. Мотивчик затянули куда как до февраля 2022 года, когда Евросоюз стал непрозрачно намекать на то, что все товары с углеродным следом будут обложены дополнительным ввозным налогом. Выплавлял чугун и сталь, используя как сующийся уголь.
Плати, поскольку при производстве было образовано сколько-то там тонн углекислого газа. Занимался производством азотных удобрений? Плати, поскольку синтез аммиака – это тоже выброс углекислого газа. И так далее по той же схеме, которая, в общем-то, до предела проста. Евросоюз желал защитить собственного производителя. Нужен был предлог, который бы звучал более-менее прилично. А вот это как бы защита природы – вариант беспроигрышный. Развитием этого европейского налогового маневра стала торговля углеродными квотами и зелеными сертификатами. Углеродные квоты были распространены не только на угольные электростанции, на электростанции газовые, но и на предприятия реального сектора, использующие уголь и газ в качестве сырья для химической переработки, и на те, которые приобретают электроэнергию, выработанную на тепловых электростанциях. Вот для последних, которые покупали неправильную электроэнергию, был предложен еще один финт ушами. Простите, другого определения придумать не получается. Подписывается договор с компанией, владеющей солнечными или ветровыми электростанциями. Я, завод по производству цемента, использую столько-то зеленых киловатт-часов, которые вот он обязуется мне поставить в течение такого-то периода. Это индульгенция, освобождающая от платы за углеродные квоты. И, разумеется, еще одна преференция зеленой энергетики. То есть маловато льготных кредитов, государственных субсидий, дополнительной строки в счетах конечных потребителей, обязанности операторам объединенных энергосистем допускать в общий котел прежде всего зеленую генерацию. Вот вам, дорогие в самом буквальном смысле слова зеленой энергетики, денежка еще и за это. Казалось бы, после того, как у нас отношения с Европой несколько изменились, объем взаимной торговли упал на порядок, России эти игры стали просто не нужны. Но как бы не так. Вот мы везем нефть в Индию. Индия из нее какие-то пластиковые изделия производит, которые поставляют куда-то в Европу. А вдруг в той Европе у тех индийских промышленников запросят документы об углеродном следе и обложат тем самым дополнительным налогом? Нет, на такое мы пойти никак не можем. И вот мы уже проводим эксперименты в объединенной энергосистеме Сахалина. Мы уже ввинчиваем зеленые сертификаты, пока еще бесплатные. Кто впереди всех, задрав штаны, агитирует вот за это все? Правильно, глава Сбербанка Герман Греф. Этот изумительный человек чувствует, если не снижать напор и агитацию, то зеленые сертификаты вполне способны стать еще одним эфемерным, виртуальным товаром, на котором можно наваривать дополнительную прибыль. С Минэнерго это кто-то как-то согласовывает? Разумеется, черта с два. Надеюсь, что ничего не забыл, разве что про ЖКХ, но это отдельная большая тема. Министерство энергетики аккуратно обложено красными флажками со всех сторон. Туда не ходи, там интересы Минпрома и крупных машиностроительных компаний. Сюда даже не гляди, тут нефть и нефтепродукты, а это Минфин и Минэкономразвития. Сюда не дыши, тут зона интересов Газпрома, а вот тут Новотека. Угольщика можешь совет советовать, вдруг кто и прислушивается, но в кормушку РЖД лучше не заглядывай. Вот в этом секторе серьезные люди делают деньги на солнце и ветре, в этом на электромобилизации, а тут вообще Греф, так что даже не освечивай. При этом самое занимательное то, что все эти интересанты поставили дело так, что крайним везде и всюду, в глазах нас с вами, как конечных потребителей, всякий раз выставляется именно Министерство энергетики. Выросли цены на автозаправках – это Минэнерго. А Минфин с Минэкономразвития, которые налоги высчитывают в долларах на основании торгов на какой-то там нью-йоркской бирже, просто мимо проходили. Федеральная антимонопольная служба не позволяет энергетическим компаниям подписывать долгосрочные договоры с нашими угольщиками, потому уголь внезапно оказывается дорогим и некондиционным, неподходящим к оборудованию электростанции, потому жуткий дым и рост тарифов. Виновата Минэнерго. И далее все по тому же списку, поскольку лоббистские возможности у Минэнерго минимальны. А другими эти возможности и быть не могут. Минэнерго не является хозяйствующим субъектом. Оно не контролирует ни одну компанию в энергетической отрасли. Реальное конструктивное сотрудничество возможно только с системным оператором и с Россетями, поскольку они государственные. Я и сам грешил тем, что несколько раз утверждал, что регламент работы Минэнерго, круг его полномочий, совпадает с таковыми же у Министерства электроэнергии и электрификации РСФСР. Простите, был неправ. Это слишком оптимистическая оценка. Это только что летом наглядно продемонстрировал конкурс на отбор новых генерирующих объектов для объединенной энергосистемы Юга. Минэнерго рассчитала, что надо, где надо, когда надо, какого типа электростанции требуется и какой мощности они должны быть. А на конкурс ни одна компания просто не явилась, да и дело с концом. Конкурс проводился сразу после веерных отключений на юге, то есть государственный интерес совершенно очевиден, но желающих просто нет. Ценовые условия не нравятся, поскольку все оборудование газовых и угольных электростанций дорожает просто галопом.
Единственный инструмент, который в нашей законодательной базе у Минэнерго имеется, пересмотреть ценовые условия, позволить строить по более высоким сметам. Если бы руководителям электроэнергетической отрасли советской поры вот такое рассказали, они бы рассказчика приняли за конченного идиота, поскольку это реальный абсурд, дичь, дурь, да и просто... Ну, вы меня поняли, я не хочу давать лишнюю работу звукооператору. Нынешняя ситуация сложилась, конечно, далеко не сегодня. Подробный исторический анализ, на мой взгляд, большого смысла не имеет. Из двух извечных вопросов, кто виноват и что делать, второй куда как важнее. Нет, точнее, пожалуй, несколько иначе. Есть ли надежда на то, что хоть что-то вот в этом лабиринте взаимоисключающих групп влияния претерпит изменения в пользу здравого смысла? Именно надежда. У нас ведь ничего другого просто нет, поскольку никакого влияния на наше уважаемое правительство у избирателей нет. Нам доверяют выборы только Государственная Дума, которая вот уже много лет интересует что угодно, только нереальная ситуация в топливно-энергетическом комплексе и в электроэнергетике. Исключение – предвыборный популизм, за которым никаких действий не следует. Правда, с учетом результатов выборов в Хакасии нельзя исключать перемен, но пока об этом говорить явно рановато. С учетом всего сказанного, лично я действительно ждал от нового министра энергетики, если уж не программного выступления, то статьи или большого интервью достойному изданию. На 100 дней не получилось, но после этой даты долго ждать не пришлось. 9 сентября была опубликована беседа Сергея Евгеньевича Савельева с корреспондентом агентства ТАСС Алексеем Большовым. Интервью было взято явно сразу по окончании Восточного экономического форума. Именно поэтому немалая доля вопросов была посвящена этому событию. Потому ровным, последовательным интервью быть не могло по определению. А хотелось бы. Отдавая себе отчет в том, что мне-то уж точно задавать вопросы министру не светит, а потому терять мне нечего, я решил просто вообразить, как могли бы звучать мои вопросы в его адрес по тем же темам на основании его ответов. Приступим. Цитирую. Сергей Евгеньевич, вы уже более 3 месяцев возглавляете Минэнерго и плотно занимаетесь в том числе вопросами энергетики Дальнего Востока. Какие глобальные цели вы видите перед собой и что ставите во главу угла? Ответ. Я считаю, что Министерство энергетики должно перестроить свою работу таким образом, чтобы перейти от решения локальных задач к системному развитию топливно-энергетического комплекса, что невозможно без долгосрочного планирования. И мой непрозвучавший вопрос. Сергей Евгеньевич, разве возможна перестройка работы только исключительно Министерства энергетики, действующего в рамках четко определенного регламента, без решения множества межведомственных задач? Майский конкурентный отбор строительства новых электростанций был наполовину сорван, поскольку за последние пару лет стоимость котельного и турбинного оборудования выросла более чем на 50%. Минэнерго вынуждено было согласиться с этими аргументами, разработать новые ценовые условия отбора, которые в августе удовлетворили энергетические компании. Выросшие сметы отразятся на платежах по договорам предоставления мощности, а те, в свою очередь, на конечных потребителях, которые ведь и являются теми, кто платит за все возникающие проблемы. Минэнерго не имеет никакого влияния ни на машиностроительные компании, ни на курирующее их Министерство промышленности. А как же в этом случае может выглядеть то самое долгосрочное планирование? Все, что касается достижения технологического суверенитета в такой отрасли, как производство оборудования для производства СПГ, курирует опять же Министерство промышленности. А строительство СПГ-танкеров усиленного ледового класса находится уже в ведении не Министерства, а Роснефти, компании с государственным участием. Результаты мы, к сожалению, наблюдаем. Вот уже около года. Новатэк сумел ввести в эксплуатацию теперь уже 2 технологические линии проекта Арктик-СПГ-2. Однако на плановую мощность выйти не может из-за того самого нерешенного транспортного вопроса. Сергей Евгеньевич, без долгосрочного планирования системное развитие топливно-энергетического комплекса действительно невозможно. Но система действующего законодательства внутри ведомственных регламентов выстроена так, что даже среднесрочное планирование представляется крайне маловероятным. Сергей Евгеньевич, есть ли планы выстраивания вот такого сотрудничества с коллегами? Поднимались уже эти вопросы на уровне правительства? Ответ господина министра на вопрос корреспондента, конечно, был не столь коротким. Продолжение звучало следующим образом. Мы должны понимать, что результаты нашей работы завтра станут эксплуатировать наши же дети и внуки, как мы сейчас пожинаем плоды плана ГЛРО и создания единой энергосистемы СССР. Отчасти подобную масштабную задачу реализовали в России и в 2008-2014 годах, когда внедрили механизм ДПМ-1, договоров предоставления мощности, и построили около 30 гигаватт мощностей. Но тогда не было уделено должного внимания локализации производства и внедрению российских решений. Мой не прозвучавший вопрос. Сергей Евгеньевич, а можно чуть подробнее остановиться на этом моменте?
После реализации задачи, о которой вы сказали, то есть после 2014 года, России потребовалось еще 6 лет, чтобы добраться до уровня спроса на электроэнергию в том же объеме, который был достигнут Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой в 1990 году. 30 гигаватт мощностей было построено, а объем спроса, даже с учетом того, что в состав России вернулся Крым, чего в 90-м году не было, 6-7 лет был ниже, чем в советские времена. Не могли бы вы уточнить, что же из себя представляла эта масштабная задача? Чем именно она схожа с реализацией плана ГЛРО и созданием единой энергосистемы СССР? Вопрос корреспондента. Мы сейчас находимся на Дальнем Востоке. Что в будущем ждет энергетику региона? Чему, на ваш взгляд, нужно уделить больше внимания? Ответ министра. Безусловно, главная наша задача – обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей Дальнего Востока как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. По итогам 2023 года темп роста электропотребления в регионе составляет 3,5%, что превышает общероссийские показатели практически в 2,5 раза. И эта тенденция сохранится. В ближайшие 6 лет мы ожидаем прирост на 39% к текущему уровню. При этом дефицит электрической энергии в объединенной энергосистеме Востока может достигнуть 10,7 миллиардов киловатт-часов к 2030 году, что потребует сооружения не менее 1,6 гигаватт гарантированной генерации дополнительно к уже реализуемым проектам. Прирост установленной мощности, по которым к 2030 году составляет 1,7 гигаватта, в том числе с учетом замещения устаревшего генерирующего оборудования. Чтобы покрыть этот дефицит, нам необходимо модернизировать неэффективную генерацию и привлекать инвесторов после введения на Дальнем Востоке ценовой зоны. Мой непрозвучавший вопрос, подозреваю, был бы весьма эмоциональным. Сергей Евгеньевич, 4 сентября вы в качестве модератора в рамках ВЭФ провели сессию, которая называлась «Новая энергия Дальнего Востока», одним из выступавших, на которой был глава системного оператора Федор Юрьевич Апатич. Он сообщил более поздние данные за первое полугодие этого года. И, разумеется, ни у кого нет ни малейших сомнений в точности этих данных. Рост потребления электроэнергии по отношению к первому полугодию 2023 года по России составил 3,8%. Тот же показатель для Дальнего Востока – рост 5,1%, в том числе в Забайкалье 7,5%, в Бурятии 8,8%. Вы же говорите о том, что рост потребления на Дальнем Востоке за следующие 6 лет прогнозируется на 39%, то есть 6,5% в год. Скажите, а чего именно мы ждем на Дальнем Востоке? Какие именно энергоемкие проекты там должны быть реализованы за 6 лет, чтобы рост потребления электроэнергии был выше, чем в нынешнем году с его аномальными температурными явлениями? Чтобы этот рост взметнулся с прошлогодних 3,5% до предполагаемых вами 6,5%? Техническое присоединение Амурского газоперерабатывающего завода, Амурского газохимического комплекса и Находкинского завода минеральных удобрений уже выполнены. Именно эти 3 масштабных проекта стали драйвером роста спроса на электроэнергию. Реализация каких именно гигантских проектов в ближайшие 6 лет ожидается на Дальнем Востоке? И второй вопрос, Сергей Евгеньевич. Вы полагаете, что привлечение инвесторов в электроэнергетику Дальнего Востока станет возможным только после присоединения Объединенной энергосистемы Востока ко второй ценовой зоне, то есть после 1 января наступающего 25-го? Министерству потребуется какое-то время для разработки условий конкурсных отборов на строительство новых генерирующих объектов и на модернизацию действующих. Затем требуется время провести эти конкурсы. Победителям конкурсов на разработку проектов и окончательное инвестиционное решение тоже потребуется время. Затем начнется само строительство. А вот новости от системного оператора, озвученная Сергеем Павлушко, первым заместителем председателя правления этой организации, на заседании Федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, которое прошло в Петропавловске-Камчатском 9 сентября и было посвящено подготовке к предстоящему отопительному сезону. Отопительный сезон в Магаданской и Амурской областях уже стартовал, потому будем объективны, вопрос весьма острый. Процитирую. В регионе складывается сложная режимно-балансовая ситуация из-за дефицита электроэнергии и мощности, которая наблюдается здесь уже второй год. Так, дефицит электроэнергии соответствует среднемесячному ограничению нагрузки потребителей с октября 2024 по март 2025 года от 240 мегаватт до 840 мегаватт. Среди мер, которые системный оператор предлагает для успешного прохождения отопительного зимнего сезона, перевод Удаканского ГОКа по электроснабжению из Объединенной энергосистемы Востока в Объединенную энергосистему Сибири, ввод после реконструкции 5 и 9 блоков Приморской ГРЭС до начала отопительного сезона и ряд других.
Приморская ГРЭС в августе преподнесла неприятный сюрприз. А сейчас вся надежда на то, что до холодов успеют и реконструкцию завершить, и Ростехнадзор признает все необходимые испытания успешными. При этом ограничение нагрузки, о котором говорит системный оператор, целиком и полностью зависит от средних температур в этом огромном регионе. А с этим, мягко будет сказано, возможно, не самые приятные варианты. Во всяком случае, снег и морозец по ночам в сентябре даже здесь уж точно не каждый год. Прирост мощностей к 2030 году в 1,7 гигаватт, о котором вы говорите, это, конечно, хорошо. Но не получится ли так, что оперативности вводов просто не хватит? А на Дальнем Востоке, как отметил Арсен Николаев на той же сессии Восточного экономического форума, отсутствие электроэнергии в январе или феврале – это даже не риск для здоровья, а просто смерть. Сергей Евгеньевич, вы уверены, что следование предложенному вами алгоритму, присоединение к ценовой зоне, конкурсные отборы – это именно то, что наиболее прекрасно подходит для Дальнего Востока? Я позволю себе еще одну цитату. ТАСС, 16 августа сего года. В пятницу, 15 августа, был завершен конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов в юго-западной части объединенной энергосистемы Юга в объеме от 855 до 941 мегаватта и с даты начала поставки мощности до 1 июля 2029 года. Поданные на заключительном этапе ценовые заявки участников отбора не были допущены ввиду превышения предельной стоимости проектов. Поэтому по итогам конкурса проекты не отобраны. Спрос покрытия прогнозируемых дефицитов на юге Российской Федерации требует оперативных решений. В связи с этим Минэнерго Российской Федерации прорабатываются решения по определению генерирующих компаний, ответственных за строительство генерирующих объектов в необходимом объеме для покрытия прогнозного дефицита мощности. Также прорабатываются решения, позволяющие увеличить мощность существующей генерации в кратчайшие сроки в условиях отсутствия отобранных проектов по результатам проведения конкурсного отбора. Результаты будут доложены в правительство Российской Федерации, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики. Как отреагировало правительство на предложенное вами решение, Сергей Евгеньевич? И в связи с изложенным Сергеем Павлушко, не наступил ли момент выработать аналогичное решение и для Дальнего Востока, не дожидаясь дальнейшего обострения проблем? А дальше последовали друг за другом два вопроса журналиста, ответы министра, на которые, если временно отбросить другие подробности, были утвердительными. Ведет ли Министерство энергетики разработку программы развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа до 2050 года параллельно с разработкой энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года? Да, все обстоит именно так, ответил Сергей Евгеньевич. Я даже не буду вспоминать, вообще ни слова не скажу о том, что поручение президента в адрес правительства по разработке энергостратегии было дано еще в 2021 году с четко обозначенным сроком выполнения до конца того же 2021 года. А поручение по разработке программы развития электроэнергетики Дальнего Востока прозвучало на предыдущем ВЭФе со сроком исполнения до конца того же 2023 года. Не сказал ведь? Не сказал. Потому что память у меня короткая, а животрепещущих энергетических проблем и событий просто выше головы. Если без иронии, то просто напомню, что Сергей Савельев на посту министра чуть более 100 дней. Как бы и не с него спрос. Я немного о другом. Одна из тем, которая в экспертном сообществе болит уже многие годы, это минимум общения Минэнерго с экспертами, разработка стратегической важности программных документов сугубо внутри ведомства. Примеров того, что это было именно так, и того, чем такая кулуарная аналитика оборачивалась, к сожалению, выше головы. Большой налоговый маневр. От экспертного сообщества просто отмахнулись. Законы об электроэнергетике и о тепловой энергетике тоже сугубо ведомственные, и список можно продолжать и продолжать. Была надежда на то, что новая метла будет мести по-новому, но после двойного утвердительного ответа она прислонилась к березе и дала дубу раньше срока. У руководства Министерства энергетики физически не будет возможности никакого стороннего взаимодействия. Энергостратегия 2050, программа развития электроэнергетики ДФО 2050, подписанная главами государств ШОС, договор о стратегическом сотрудничестве в энергетической отрасли должны быть предоставлены для утверждения правительству, а потом и президенту России до конца календарного года. Если Минэнерго намерена переломить странную традицию и переносить исполнение поручений президента вправо, то нам, всем прочим заинтересованным лицам, остается только наблюдать со стороны и спокойно ждать поздравлений с Днем энергетика 22 декабря. Сдается, что это и будет следующим публичным заявлением министра энергетики. Ничего хорошего я в этом не вижу, поскольку не было еще ни одного стратегического документа, разработанного нашим уважаемым правительством, который бы после утверждения не подвергался беспощадной критике со стороны специалистов, профессионалов, экспертов, причем всякий раз критика была объективной и аргументированной.
Но обстоятельства, как видите, складываются так, что ничего в этом вопросе изменить просто невозможно. Предыдущие сносы вправо приводят к необходимости форсировать работу сразу по нескольким направлениям. Конечно, я буду очень рад, если окажется, что я ошибаюсь с этим прогнозом, вот только предпосылок для этого не вижу. Поэтому предлагаю просто констатировать. Общение Минэнерго с экспертами отрасли на ближайший период невозможно. Обсуждение всех перечисленных программных документов и стратегий в очередной раз будет проведено кулуарно, внутриведомственно. А далее последует все то же самое. Эксперты, вчитавшись в тексты, которые где-то опубликуют, найдут множество неочевидных моментов, будут критиковать, предлагать, но услышат ли их, то никому не ведомо. И самое занимательное в этой конструкции то, что обвинять Минэнерго не приходится, ведь проблема возникла далеко не сегодня. Можно ли как-то исправить ситуацию? Можно, но только при наличии желания Минэнерго слышать мнение, так скажем, не чиновников. Как происходит общение с общественностью руководства министерства, можно описать коротко. Это либо интервью в федеральном СМИ, в которых профильных журналистов просто не осталось, либо участие в форумах. Крупных форумах, на котором тема энергетики у нас вообще звучит, всего 3. Петербургский международный экономический, Восточный экономический и Российская энергонеделя. Организатор всех 3 – Росконгресс. Поэтому и выглядит это во всех 3 случаях совершенно одинаково. В качестве примера можно посмотреть на сессию «Новая энергия Дальнего Востока» на только что завершившемся Восточном экономическом форуме. Модератор – министр энергетики России Сергей Северов. Спикеры – Айсен Николаев, глава Якутии и председатель комиссии Госсовета по направлению энергетика. Гаджи Магомед Гусейнов, первый заместитель министра развития Дальнего Востока и Арктики. Алексей Лихачев, генеральный директор Росатома. Андрей Рюмин, генеральный директор Россети. Федор Апаччи, глава системного оператора. Виктор Хмарин, руководитель Росгидро. Едва ли не первая фраза министра после представления участников. Коллеги, напоминаю, что у нас мало времени, предлагаю коротко. Регламент сессии задается Росконгрессом. При вот таких 7 спикерах заданный хронометраж 1,5 часа 90 минут. Разумеется, времени на дискуссию просто нет, поскольку нужно было еще дать хотя бы по паре минут на выступление присутствующим в зале губернаторов Дальневосточного федерального округа. Я даже боюсь задавать следующий вопрос. А что бы произошло, если бы собравшиеся не вписались в хронометраж? Им бы микрофон отключили, или появился бы сотрудник Росконгресса с громогласным «А вы что тут расселись?» Может быть, я что-то не понимаю, но энергетический форум должны организовывать и вести профессионалы, а с учетом всех организационных проблем качественно сделать это может только министерство. Ну, или приданное ему с неясными целями Российское энергетическое агентство, хотя последнее, конечно, будет чрезвычайно сложно оторвать от водородно-зеленых проектов. Извините, отвлекся. Вернемся к интервью Сергея Северова. Вопрос журналиста. В прошлые годы на ВЭФ тема переориентирования поставок энергоресурсов в восточном направлении звучала повсеместно. Можно ли уже говорить о достижении этой цели? Ответ министра. Да, сегодня уже можно сказать, что она выполнена. В первую очередь это касается нефти и нефтепродуктов, а также угля. С газом из-за привязки к трубопроводной инфраструктуре ситуация чуть более сложная, но работа продолжается. Также мы прорабатываем новые газотранспортные проекты и наращиваем производство СПГ, что позволит расширить географию экспорта газа. Теперь наша задача – стабилизация имеющихся показателей, а также гибкое управление экспортом. Мой не прозвучавший вопрос. Сергей Евгеньевич, а можно попросить хотя бы немного уточнения? Приморский край – конечная точка маршрута магистрального нефтепровода Восточная Сибирь, Тихий океан, общей транзитной мощностью 80 миллионов тонн нефти в год. Около 30 миллионов отдельными трубопроводами поступают на 2 российских нефтеперерабатывающих завода в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре. Еще один трубопровод экспортный для поставок нефти на территорию Китая. 50 миллионов тонн сырой непереработанной нефти уходит через порт Козьмино. То есть этот объем нефти нефтепродуктами не становится, на наш внутренний рынок не попадает. Арифметика, так скажем, роста потребления электроэнергии и роста экономики известна. Проценты роста того и другого в обычных случаях практически совпадают. Следовательно, если, как вы только что заявили, рост потребления электроэнергии на Дальнем Востоке на следующие 6 лет прогнозируется на уровне 6,5% в год, такими же, если не более высокими темпами, будет расти и показатели развития экономики этого региона. Рост экономики без роста спроса на нефтепродукты в 21 веке не наблюдался нигде, ни в одной стране мира. И нет никаких оснований полагать, что наш Дальний Восток внезапно станет уникальным исключением из этого правила.
Как вы полагаете, Сергей Евгеньевич, дополнительные поставки нефтепродуктов на Дальний Восток будут идти по железной дороге через Восточный полигон, через Суэцкий канал после отгрузки в наших европейских портах или по Северному морскому пути в сопровождении атомных ледоколов? Дополнительные объемы нефтепродуктов по железной дороге – это вполне очевидный урон всем нашим экспортным поставкам. Перегонка нефтяных танкеров через полпланеты приведет к росту стоимости нефтепродуктов на Дальнем Востоке. Как вы считаете, не будет ли с экономической точки зрения логичнее выстраивать поставки импорта нефтепродуктов на Дальний Восток из Китая или, допустим, из Южной Кореи или из Японии? У России как государства действительно нет интереса к строительству на Дальнем Востоке новых НПЗ. И второй вопрос. Какая именно работа по наращиванию поставок трубопроводного газа в восточном направлении? Строительство магистрального газопровода с сахалинских шельфовых месторождений идет не в восточном, а в южном направлении, с севера Сахалина через Хабаровские и Приморские края в Китай. Упомянутая вами работа – это только продолжение переговоров с Китаем по проекту «Сила Сибири-2» или есть что-то еще, чего мы пока не знаем и не видим? Вы упомянули и то, что мы наращиваем производство СПГ. А о чем именно идет речь, Сергей Евгеньевич? «Новатэк» в прошлом году ввел в эксплуатацию первую технологическую линию «Арктик СПГ-2» мощностью 6,5 миллионов тонн в год. В конце этого, в начале следующего года, планируется ввод в строй второй такой же. Строительство третьей линии ушло вправо на определенный пока срок. Поскольку Министерство энергетики запретило публикацию объемов переработки нефти и производства СПГ, ориентироваться можем только на информацию, поступающую из внешних источников. Если верить им, то с начала этого года «Арктик СПГ-2» провело 4 танкерных отгрузки, то есть около 280 тысяч тонн. Конечно, в существующей обстановке и это является серьезным результатом. Но 4,3 от производственной мощности – это точно нужно считать наращиванием производства СПГ. В 2018 году президент поручил правительству к 2024 году нарастить грузооборот по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн в год. Итоги этого наращивания отлично известны. По прогнозам Росатома, в этом году удастся преодолеть планку в 40 миллионов тонн. Теперь многие члены правительства говорят о 130 миллионах тонн и даже о 200 миллионах тонн по СМП в 2030 году. При этом объем производства сжиженного природного газа должен вырасти до 100 миллионов тонн. Но даже в том случае, если «Новатэку» удастся вывести на проектную мощность обе линии «Арктик СПГ-2», и мы каким-то образом научимся вывозить весь объем этой продукции, общий объем производства выйдет где-то на 45 миллионов тонн. В резерве остается газпромовский проект «Балтийский СПГ». Но когда и как концерн сумеет его реализовать, пока никто сказать не может. Как и то, как главный игрок российского газового рынка будет решать транспортный вопрос. Но даже если все будет благополучно, максимум, на который можно рассчитывать, 60 миллионов тонн в год, поскольку новый проект «Новатэка», Мурманская СПГ, целиком и полностью зависит от строительства газопровода до Мурманска из Ленинградской области, строительство которого не начинается, поскольку еще даже его проект не утвержден. При этом совершенно очевидно, что от Министерства энергетики во всем, что касается российской отрасли производства СПГ, никакого участия нет. «Газпром», «Новатэк», а в конце прошлого года еще и «Роснефть» защитили патенты на собственные технологии сжижения. Но реализация в железе пока только в туманной перспективе. Исчезновение тумана зависит исключительно от Министерства промышленности и курируемых ими машиностроительных и судостроительных предприятий. Сергей Евгеньевич, а вы не считаете, что вот эту отстраненность Министерства энергетики от становления новой для нашей страны индустрии стоит обозначить четко и недвусмысленно? От Минэнерго не зависит темпы работы судостроительного комплекса «Звезда» и Балтийского завода, где корабелы ростят танкеры-газовозы и атомные ледоколы. От Минэнерго не зависит темпы проведения научно-исследовательских конструкторских работ по оборудованию для СПГ-заводов, и даже работа испытательного стенда в Ленинградской области к вашему ведомству не имеет никакого отношения. Не получится ли так, что вот эти упоминания о том, что идет работа по расширению производства СПГ от вашего ведомства, станет риском того, что в очередном срыве планов и сроков обвинят именно вас, хотя объективно Минэнерго всего лишь заинтересованный наблюдатель? Что именно мешает четко расставить все акценты? Реализация всех проектов по производству СПГ-оборудования и наращиванию объемов производства – зона ответственности «Новатэка», «Газпрома» и Министерства промышленности.
Строительство танкеров-газовозов – зона ответственности Роснефти, как куратора проекта судостроительного комплекса «Звезда», и Министерства промышленности, которое курирует вопросы производства судового оборудования. Министерство энергетики в обоих случаях готово оказывать консультативные услуги, если ответственные юридические лица за ними обратятся. Во-первых, это чистая правда. Во-вторых, снимает любую возможность двоякого толкования и устраняет любые шансы обвинять Минэнерго за нереализацию поручений президента. Жесткая расстановка акцентов, в числе прочего, сделает невозможным для журналистов вопрос, который вам догадался задать корреспондент ТАСС. Цитирую. Какие планы по расширению инфраструктуры портов? Каким-то образом в сознании работников четвертой власти Минэнерго внезапно оказывается причастным к расширению портов. Это совсем уж нелепо. Но это наглядно показывает, что четкое разграничение зон ответственности между министерствами, ведомствами, государственными и частными компаниями действительно необходимо. На этом мое несостоявшееся интервью с министром энергетики не заканчивается. Беседа Сергея Савельева с Алексеем Большовым касалась большего количества вопросов. Стиль оставался тем же. Короткие вопросы, лаконичные ответы и практически мгновенный переход к следующей теме. В том числе и вопросы, касающиеся нашего внутреннего рынка нефтепродуктов. Тема, которая лично мне кажется чрезвычайно важной, стратегически важной в условиях, сложившихся не только на внешнеполитическом и внешнеэкономическом направлениях, но еще и при необходимости эту внешнюю обстановку менять самым кардинальным образом. Не менее серьезные вопросы, связанные с необходимостью развивать электроэнергетику Дальнего Востока, с перспективами и проблемами угольной отрасли, а также крайне романтическими отношениями топливно-энергетического комплекса и чудесной государственной компании РЖД. Ну и, собственно говоря, ответ на вопрос, с какой такой целью я сочинил все это несостоявшееся интервью. Я очень надеюсь, что размышление над незаданными вопросами сможет стать базой для экспертных дискуссий. Не профессиональной, а именно экспертной. Профессионалы отрасли связаны корпоративной этикой, ведомственными интересами, вольно или невольно участвуют в том самом разделении зон влияния, поэтому рассчитывать на их полную объективность не приходится по определению. Проект «Геоэнергетика Инфо» приглашает к диалогу именно независимых специалистов, чьи глубокие знания в различных отраслях энергетики, я уверен, помогут более комплексно, более осмысленно оценить и нынешнюю ситуацию, и возможные пути развития важнейшей фундаментальной части экономики России.